Доброго времени суток. Кому как удобно смотреть, хоть днем, хоть ночью. На обзоре ноутбук Lenovo G585. Слабенький, двухъядерный. Я решил его доработать. Охладить процессор. Разбираю все детали. Откручиваю все болтики. Вытаскиваю дисковод. Принял решение охладить сам процессор, чтобы мой ноутбук стал немножко быстрее работать. Потому что когда процессор нагревается, кристалл греется, и производительность у него падает. Начинает мышка тормозить, и обработка информации хуже. Жесткий диск у меня стоит на терабайт. Но я решил поставить сюда SSD диск, чтобы обмен информацией в самом ноутбуке проходил быстрее. При съеме клавиатуры главное не вырвать шлейф, не сломать щеколду, которая там стоит. Чтобы снять верхнюю крышку, нужно отсоединить все шлейфы и выкрутить все болтики, которые мешают. Сама верхняя крышка держится на защелках. Отколупываются все защелки, аккуратно, чтобы не сломать. Главное не забыть болтик под пломбочкой. Его специально там спрятали. Если с дуру тянуть, то можно разломать корпус. На самой материнской плате тоже есть 3 болтика. Отсоединяем все шлейфы, которые не отсоединились, когда стояла крышка. Выкручиваем там тачпад плату. Вытаскиваем все фишки. Откручиваем динамик, чтобы ничего не мешало. На плате 3 болта извлекаем, они разного диаметра, один большой, 2 маленьких. И аккуратно извлекаем плату. Вентилятор защелкнут еще придачу на корпусе. Главное не повредить кристалл, в нагляк не тащить. Извлекаем фишку электропитания. Она там плотно, конечно, стоит. Но если постараться, то можно вытащить легко. Извлекаем процессор, радиатор с процессора. Болтики там подписаны 1, 2, 3. Они на пружинках. Убираем всю эту термопасту. Нужно ее убирать спиртом. Извлекаем весь мусор с вентилятора. Ноутбуку 13 лет. Никто его за весь этот период времени не чистил. Извлекаем крышку вентилятора. Там тоже, как мы видим, все запыжевано. Потому процессор греется, что плохое охлаждение. Эту жестянку можно вытереть простой салфеткой. А вот на радиаторе нужно уже салфеткой с техническим спиртом. Либо если есть какой-то другой спирт. Чем больше градусов, тем лучше. Извлекаем всю пыль между сотами. На самом вентиляторе пыли быть не должно. Извлекаю перегородку, которая будет мешать потоку циркулирующего ветра, который будет нагнетаться на сам радиатор процессора.
Использую гравировочную машинку. Примеряю вентилятор. Смотрю, чтобы ничего не мешало потоку воздуха. Главное не забывать о статистическом напряжении. Пластик, который обрезается либо отколупывается, имеет свойство намагничиваться. И если кусочки пластика будут на материнской плате, то может что-то где-то подомкнуть. Перед сборкой обязательно нужно взять либо какой-то машинный пылесос, либо еще чем-то, но удалить всю ненужную там пыль. Намазываю новую термопасту. Большой слой намазывать не нужно. И протертый радиатор на место ставлю на процессор. Закручиваю до половины, а потом догоняю дальше. Болты подписаны 1, 2, 3. Нужно начинать с первого. Разбирать нужно в обратном порядке. Зашлифовываю все изъяны, потому что если будут засечки от перекосов корпуса, может пойти трещина по самому корпусу. Плюс ко всему там остаются всякие сопли от того, что там пилялось, срезалось, колупалось. Высверливаю в корпусе отверстие, подшлифовываю машинкой гравировочной, чтобы убрать все изъяны. Это отверстие делается для того, чтобы выходил поток воздуха с того вентилятора, который я буду сюда устанавливать. Примеряю сюда сеточку. С растяжного листа. Она хорошая, жесткая. Абы туда не попадал никакой мусор. Эта сеточка от этого предохранит. Фиксирую ее на шурупы, чтобы в случае чего ее можно было оттуда снять. Какая-то мусоринка попала или еще что-то. Нюансов бывает много. Можно, конечно, посадить на термоклей, но потом в дальнейшем могут появиться препятствия для извлечения этой сеточки. Шурупами будет надежнее. Тоже все конусным сверлышком по плитке делаю фаски, абы не было никаких засечек и не шли трещины по самому корпусу. Эти манипуляции может сделать каждый в домашних условиях, не тащив в мастерскую ноутбук. Беру с бутылок пробки вместе с горлышками. Можно обрезать ножовкой. Ну, я попытался и ножовкой порезать, и машинкой гравировочной. Убираю сопли. Потом я эти два горлышка склею термоклеем. На секунду не стал, потому что секунда от ударов там может отвалиться, кто его знает. Принял решение соединить термоклеем. Там уже каждый, если надумает делать такие манипуляции, может уже сам выбирать для себя инструмент, которым пользоваться. Беру электронный термодатчик для того, чтобы его сюда установить на сам процессор с терморезистором. Сверлю в корпусе отверстие, нарезаю резьбу, прикручиваю пробки, контрагаю гайками,
не стал клеить наклей, принял решение прицепить их на болты. Так будет надежнее. После того, как извлек всю пыль, весь мусор из корпуса, собираю все на место. Подсоединяю питание и все шлейфы. Шлейфы, если полностью не извлекать, то их видно даже тому, кто никогда не разбирал ноутбуки, куда их устанавливать. В основном все шлейфы просто всовываются и просто вытягиваются. Только один шлейф на клавиатуре фиксируется защелкой. Главное эту защелку при разборе и сборе не сломать, чтобы избежать дальнейших манипуляций. После установки плат и подсоединения всех шлейфов ставлю верхнюю крышку, защелкиваю все на место. И все шлейфы, которые были присоединены на этой крышке, тоже устанавливаю на свои места. Подсоединяю клавиатуру. Повторюсь, главное не сломать защелку, чтобы не пришлось перепаивать гнездо. И аккуратно со шлейфом, чтобы его не выломать. Ставлю на место модуль Wi-Fi и Bluetooth. Устанавливаю на место жесткий диск. Закручиваю все болты на свои места, чтобы проверить на работоспособность этот ноутбук, как он себя ведет после сборки. Вот ноутбук собран. Проверяю. Мышка не дергается. Ноутбук запустился. А теперь дорабатываю крышку. После проверки того, что после всех манипуляций, что я с ним делал, ноутбук работоспособный. Тоже аккуратно разметил, где будет входить поток самого ветра. Просто положил на крышку вентилятор, вставил карандаш и обрисовал по кругу. Гравер с такими манипуляциями справляется идеально. Конечно, у кого нет гравера, можно ножиком выколупать, потом наждачкой подшлифовать. Главное не забыть убрать все сопли. Это самое главное, чтобы не было статического напряжения на самой плате. Ну, у меня есть гравер. Я это все зашлифовываю аккуратно гравировочной машинкой. Благо китайцы хоть нам техники навезли. Дешевой. Внутри тоже алюминяшку нужно аккуратно эту фольгу подчищать. Устанавливаю на это место теперь вентилятор. Размечаю, где он должен стоять, и берусь за тестирование самой схемы. Берусь за пайку. Взял блок питания на 12 вольт, хотя мультиметр показал, что этот блок питания выдает намного больше, чем 12 вольт. И чтобы не сжечь вентилятор и не сжечь термодатчик, я решил установить плату DC-DC. Она регулируется под вольты и силу тока.
с помощью мультиметра отрегулировал для начала 10 вольт для испытания. В дальнейшем я подниму напряжение. Проверяю терморезистор. Все срабатывает, температура поднимается, падает. Вентилятор вращается. Можно пробовать все спаять и протестировать. На тумблер устанавливаю диод, чтобы когда в одну сторону включаешь, срабатывает терморезистор, и электронный датчик показывает, сколько температура на самом процессоре. Если она поднимается при нагрузке, потому что обработка информации идет и процессор начинает греться под нагрузкой. Между боковыми плюсами ставлю диод. Когда включаю второе положение, запускается вентилятор, нагнетая ветер на сам радиатор. И термодатчик показывает, сколько температура на самом процессоре. После примерки размечаю, где должны быть отверстия подкрепления. Здесь я уже не стал резать метчиком, пластик очень мягкий. Просто взял болт и шестигранничком ввинтил его в то отверстие, которое я просверлил. Зафиксировал на один болт, разметил, где должны быть следующие отверстия. Накернил, так сказать. И провел все те манипуляции, что проводил с первым отверстием. Также точно повкручивал шурупы вручную. Можно было бы и в шуруповерт вставить битку и биткой это прогнать, но я посчитал, что быстрее мне будет закрутить так. Беру растяжной диск, изгибаю по краям, чтобы ничего не затянуло туда тряпку какую-нибудь, либо еще что-нибудь. Ограждаю, короче говоря, подход ненужных ингредиентов, так сказать, к этому вентилятору. Проделаю отверстие для болтиков. Под саму эту сетку я подложил гаечки, для того, чтобы в случае, если согнется сетка, чтобы она не цепляла сам вентилятор. Вот я уложил гаечки, приподнял ее, чтобы был зазор. Решил завинтить его болтами. Так, считаю, будет надежнее, чем просто приклеить на клей. Медную трубку, которая выходит от процессора, смазываю термопастой для лучшего контакта между терморезистором и этой трубкой, чтобы точнее передавалась температура. Стягиваю стяжкой. Стяжка выдерживает температуру от 80 до 110 градусов, если я не ошибаюсь, так что она не расплавится. Следующие манипуляции. Взял с пропитки коробочку. В схему решил внедрить вольтметр после выхода платы DC-DC, чтобы было видно, сколько выходит вольт на сам кулер и термодатчик. Бывают перепады, может быть что-то с трансформатором. Чтобы ничего не сгорело, хочу визуально видеть, сколько идет напряжение. Заместо тумблера, конечно, можно установить вообще реостат и регулировать
силу тока, либо силу вращения, кому как удобно. Я принял решение таким образом протестировать с помощью тумблера. Входные провода завязываю на узелки, для того, чтобы провода от платы не поотрывались. Главный момент, здесь у меня стоит две платы, и чтобы между ними не было замыкания, их нужно чем-то изолировать. Можно изолентой, либо еще чем-то. Узелки завязываю с обоих сторон. Я для изоляции использовал двухсторонний скотч. Положил на одну плату, приклеил его, а со второй стороны даже не стал ничего там отрывать, клееночку. Теперь берусь за сам термодатчик. Принял решение тумблер поставить прямо на электронный прибор, чтобы не лепить там где-то в корпусе, искать место в самой корпусе самого ноутбука, либо в ножке куда-то лепить. Принял решение подцепить его прямо на прибор. Подгоняю посадочное место под тумблер. Я взял тумблер на два положения. Можно вообще, чтобы было одно положение. Одно нулевое, а второе рабочее, что одновременно запускается термоприбор и вентилятор. Либо вообще обойтись без этих моментов. Можно все это спаять до кучи, да и все. Я решил подсоединить эту всю схему от отдельного блока питания. Хотя можно было подсоединиться на питание ноутбука, подпаяться к двум концам. Там зарядная, в принципе, мощная. Эта зарядка даже бы не заметила этой нагрузки. Но я не стал, мало ли. Может, какой-то проводок поднагреется, либо разлюфтится. И не дай бог попадет на плату и сожжет саму материнку. Потому я принял решение сделать полностью отдельную схему на корпусе с отдельным питанием, чтобы единственное соединение между моей платой и заводской сборкой это был ветер. Чтобы термодатчик электронного типа ничем не коротнуть, решил его закрыть куском пластика. Для этого взял использованную бутылку от шампуня, довольно мягкий пластик, очень легко работать с ним. На самом приборе есть защелки, разметил, где оно должно быть, и посверлил отверстия под эти защелки. Подогнал само гнездо. Подгоняю пластинку эту на свои места, чтобы было как крышечка закрывающая. Попридавливал ее, она мягенькая, чтобы вымерять, где гнезда, входящие под провода. Потом легко ножичком это все извлекаю. Пластик очень мягкий, с ним легко работать.
И примеряю, где не влазит, лишнее ножичком подрезаю, чтоб четенько, плотненько оно стояло как с завода. И защищаю саму микросхему, плату, чтобы, не дай бог, туда ничем не коротнуть. Всякое бывает. Может, что под ноутбук закатится и коротнет, и датчик придет в негодность. А когда оно закрыто, даже как минимум пыль не попадает в эти места. Фишки входят четенько. Защелки держат, но слабовато. Подгоняю, чтобы плотнее было. И так делаю с обоих сторон. Там с обоих сторон на самом датчике стоят защелочки. Лишние сопли ножиком убираю, чтобы ничего не мешало, не торчало. Я бы хорошо зафиксировать. Беру шурупики и вкручиваю под эти защелки. Так уже намного надежнее оно будет держаться. Хоть и есть заводские щеколды, но на шурупах будет крепче и надежнее. Я так принял такое решение. Со всех 4 сторон завинтил шурупы и уже точно знаю, что оно не отпадет. Теперь беру ту пластмасску, которую подгонял под тумблер. Чтобы не залить клеем, вытаскиваю плату. Беру клей секунду. И приклеиваю на этот клей. Не стал на термоклей клеить. Подумал, что будет надежнее секундой в этом месте. Главное извлечь плату, чтобы не залить сам экран. Потому что случайным образом может попасть туда. Сверлю в корпусе отверстие для того, чтобы зафиксировать наглухо на саму крышку ноутбука. Ставлю на 3 болтика, чтобы и сам прибор на 2 болтика прикрутить, и ту пластмасску, которую приделал сбоку. Потому что клей клеем, но болтик есть болтик. Вымерял штангелем нужный диаметр, подбираю сверло и сверлю отверстие. Нарезаю резьбу под нужный диаметр. В данном случае у меня 3 мм. Я считаю, для этого крепления более чем достаточно. Извлек плату, чтобы не попортить метчиком. Прогоняю все болтики в эти места, чтобы проверить схождение резьбы. Да и заодно, где какая засечка, оно его прочистит. Уже возьмет свое место после метчика. Теперь беру кусок пластика, потому что у меня с одной стороны на этой пластмасске открытое место. Подгоняю гравировочной машинкой все зазорчики, чтобы плотнячком оно стало. Оно понятно, что туда мусор уже не попадет, там даже если будет какая-то маленькая щелочка. Но смысл не в том. Оно должно просто быть подогнано, как с завода, так сказать. Тоже сажаю ее на
клей секунду. И у меня, можно сказать, цельный корпус получился. Подшлифовываю лишние нюансы, которые там сопли или еще что-то пооставалось, чтобы подогнать уже идеально ровный корпус. Где что пооставалось, ножичком подшлифовал, чтобы ничего не торчало, не цеплялось ни за что. Устанавливаю на место плату. Она стоит на двух защелках. Ставлю на подогнанную крышечку. Она закрывает сразу и плату, и сам тумблер. Зажимаю шурупами. Может, где-то, конечно, на рынке продаются уже готовые такие с тумблерами. Но у меня был такой датчик. Я его и применил к этой схеме. Лишний ненужный пластик обрезаю, чтобы было красиво. Со всех 4 сторон закручиваю винты. И корпус готов. Теперь примеряю на саму крышку. Его расположение. Там место под жестким диском как раз есть место в корпусе, чтобы торчащие болты, которые будут внутри, легко проходили в это место и защелкивали эту крышку. Не мешали, так сказать, корпусу. Чтобы ничего больше пилять не приходилось, размечаю места, типа накернил. Шуруповертом посверлил эти отверстия. Примерил, подходит, совпадает. Потом посмотрел диаметр самого болта. Увеличил отверстие, чтобы туда легко болт входил. Изначально фиксирую на 2 болта. Потому что если делать 3, сразу может быть рассинхронизация отверстий. А когда на 2 оно уже закручено, то центральное отверстие легче уже наметить. Четко входит, защелкивается. Размечаю 3 отверстие. Сверлю под него. Лишние сопли убираю, чтобы ничего не мешало. И фиксирую прибор на 3 болта. И еще засуну туда кусок кембрика, чтобы, так сказать, был какой-то амортизатор. Потому что болты в одном ряду стоят. Чтобы их не выломать, я поставил туда кусок кембрика. Все, проверяем. Термодатчик работает. Включаем тумблер. 27,4. Вентилятор сразу начал охлаждать сам процессор. 26. Видно, что температура падает. При нагреве процессора это очень сильно помогает. Мышка не лагает. И сам ноутбук лучше работает. Теперь беру SSD диск. Специально заказал новый, не стал покупать бэушный. Взял не очень мощный. У меня 16 гигов оперативной памяти.
А теперь идем интегрировать. После интеграции я установлю жесткий диск за место дисковода. Okay, let's go. С таким набором 16 гигабайтов ОЗУ, SSD и экстремальное охлаждение ты выжил из этого железа максимум возможного. Теперь процессор сможет постоянно работать на пиковых частотах, без перегрева. Это отличный пример того, как прямые руки дают вторую жизнь старой технике.